Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю необыкновенно вкусный, очень популярный торт Choco-Pie. Торт, в котором идеально сочетаются шоколадные влажные бисквиты и нежнейшее суфле. Начинка вот эта суфлейная не содержит в себе ни капли жира. Бисквит на кипятке я готовила в предыдущем видео. Ссылку на его рецепт я, конечно же, оставлю вам в описании под видео. Проходите и смотрите подробное видео, как его приготовить, этот бисквит. Для данного торта можно также использовать шифоновый шоколадный бисквит на желтках. Есть подробнейшее видео на моем канале. Также ссылку я оставлю вам в описании. Вот именно этот бисквит на кипятке, который очень влажный, очень сочный, я не советую до этого долго хранить в холодильнике. Именно для этого торта, потому что запахи какие-то будут присутствовать потом в бисквите. Здесь я разделила 6 яиц на желтки и белки. Яйца продезинфицировала, естественно, перед этим. Эти яйца под 50 грамм весом примерно. 180 грамм белка нам понадобится. Здесь 15 грамм желатина. Желатин заливаю сейчас 7 ложками холодной кипяченой воды. Столовые ложки я беру. Размешиваю очень хорошо и даю набухнуть желатину. Желатин очень советую вам брать качественный. Срок годности желатина должен составлять не менее года. Это уже проверено на собственном опыте, и тогда у вас получится превосходное суфле. Здесь 300 грамм сахара. 75 миллилитров воды. Ничего не перемешиваю и иду сейчас уже на плиту. Сироп у меня будет нагреваться на полном огне. В дежу миксера я выливаю 180 грамм белка. Белки комнатной температуры. Добавляю туда 2 пакетика ванильного сахара, 16 грамм общим весом. И жду, пока закипит сироп. Ничего здесь я не перемешиваю. Сироп должен сам закипеть на полном огне. Сироп сейчас у меня прокипит минуту, и я уже начинаю взбивать белки. Миксер здесь у меня 700 Вт. Вся посуда, в которой взбиваются белки, и миксер, и венчик должны быть идеально чистыми и обезжиренными. Ни грамма желтка не должно попасть в белки. Когда минута прошла после кипения сиропа, я начинаю взбивать белки. Когда сироп достиг примерно 115 градусов, я добавляю в сироп 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. Можете добавить чайную ложку лимонного сока, если у вас нет кислоты, но лимонный сок свежий, он может гореть. По принципу итальянской меренги ждем 118 градусов Цельсия. У меня западают здесь десятки на градуснике, но градусник у меня точный. Здесь у меня даже 119. Сироп снимаем с огня. Тонкой струйкой с края вводим сироп в белки. Здесь не нужно очень сильно перегревать сироп. Этого достаточно. Вот сироп остался, который в кастрюле. Я его не собираю, чтобы не было комков. 4 минуты примерно у меня взбивался сейчас белок. И смотрите, вот такая масса должна получиться. Она не такая стабильная, как на белковый крем, но она уже держит хорошо форму. Этого достаточно. Здесь нам не нужна такая стабильность. Сразу включаю, опять же, на полном ходу миксера, вливаю весь распущенный желатин. Желатин импульсами я прогрела в микроволновке. Вы также можете его прогреть на водяной бане. И эту массу сейчас я повзбиваю минуту-полторы, не больше. Здесь важно, чтобы масса уже не остыла ниже, чем 40 градусов, потому что потом с ней будет очень тяжело работать. Если в помещении холодно, она будет схватываться, и крем уже не будет так распределяться у вас ровно по коржам. Прошло у меня примерно 1,5 минуты. Я выключаю сейчас миксер. Масса готова. Вот такая она получается.
Она не так идеально держит форму, как на белково-заварной крем, как на итальянскую меренгу, но это нормально. Сейчас меряю для вас специально градусником. Видите, 42 градуса Цельсия держит. Температуру масса, вот этого достаточно. Ниже уже я не советую опускать. То есть примерно минуту взбиваем. И смотрите, какая глянцевая, красивая масса получается. Сейчас сразу же иду собирать торт. Перекладываю массу в кондитерский мешок. И из кондитерского мешка очень удобно отсаживать. Работаем быстро, то есть коржи уже должны быть у нас приготовлены, и торт собираем быстро. Коржи я ничем не пропитываю, потому что бисквит получается очень влажным по этому рецепту. Вы же можете пропитывать, если вам недостаточно пропитки, то есть все на ваше пожелание. Бисквит у меня из холодильника, он у меня пару часов полежал в холодильнике. Но я советую его использовать сразу. И не давать бисквиту лежать долго, там неделю или вот именно этому бисквиту. Он берет, вот именно этот на кипятке бисквит берет в себя почему-то запахи из холодильника. Ставлю в кондитерское кольцо сейчас и ставлю в холодильник буквально часа на 2, не дольше. Ему дольше не нужно, он уже хорошо схватывается, этот тортик. Вы видите, что я его даже собирала без кондитерского кольца. Но работать нужно с ним быстро. На пару часов убираю в холодильник. Теперь приготовлю глазурь. 150 грамм шоколада и 150 грамм сливочного масла. Шоколад 40% какао. Достала торт из холодильника. Здесь я немножко обрезала ацетатную пленку, потому что не входила у меня на полочку. И сразу же поливаю глазурью. Глазури достаточно здесь, в принципе, 200 грамм общего веса, то есть по 100 грамм и шоколада, и масла. Ну, просто здесь, чтобы вам для наглядности, я показываю, я больше взяла глазури. Глазурь, в принципе, та же самая, что мы берем на торт Прага. Глазурь проверенная уже десятилетиями, она всегда очень хорошо нарезается. И можно ее, конечно же, на решетке было дать ей обтечь и в несколько приемов. Но я этого не делаю, просто чтобы вам показать. Она очень хорошо нарезается. Здесь я украсила немножко безе. И смотрите, какой разрез. Разрез превосходный, буквально после 2 часов проведения в холодильнике. Нарезается обычным ножом, не горячим, не смазанным ничем. И я думаю, результат вас порадует. Торт вкуснейший. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.